пришлем, предложим свои почтительные поклоны. And offer my respectful obeisances unto His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is very dear to Lord Krishna, having taken shelter of His lotus feet. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine. Our respectful obeisances are unto you, O spiritual master, servant of Saraswati Goswami. You are kindly preaching the message of Lord Chaitanya Dev and delivering the Western countries, which are filled with impersonalism and poison. Om Dhyanatavadandasya Dhyanandanashalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, who has opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with the torchlight of knowledge. I welcome you. My name is Gargамуни Das. Мы всех приветствуем, имя прабху Гаргамуни. I joined in 1966, Он присоединился в 1966 году, 55 years ago, 55 лет назад. probably before you were born. Наверняка это перед еще вашим рождением. You were born when? You were already born. Вы были уже рождены. That's okay. Это нормально. Плохо слышно, да? Садись поближе, поближе. Всем остальным слышно, при этом? А? Фэн? Всем слышно, всем удобно. Здесь еще поближе. Тому, кому не слышно. Может, вы сядете лицом сюда, чтобы звук... Так, конечно, лицом смотрите. Вот. Я ухом сюда, а лицом сюда смотрите. Нормально? So, my only connection with Krishna is through Prabhupada. Моя единственная связь с Кришной только через Прабхупаду. You cannot approach Krishna independent of his spiritual master. Мы не можем приблизиться к Кришне независимо, без духовного учителя. So Krishna says it's better to glorify his pure devotee Кришна сказал, что лучше прославлять его чистого преданного, than himself. чем его самого. So that's what I do. Это то, что я делаю. I glorify Srila Prabhupada because he introduced me to Krishna. Я прославляю Шрилу Прабхупаду, почему? Потому что он представил меня Кришне. If he hadn't come on the ship, the Jaladuta, we wouldn't know who is Krishna. Если бы он не сел на этот корабль Джаладуда, мы до сих пор бы не знали, кто такой Кришна. So this started in when Prabhupada first became serious was when he received the last letter you can read from Bhaktisiddhanta on December 3rd, 1936. То есть это письмо Прабхупаде, датированное декабрем, 3 декабрем 1936 года, то, что было, легло в основу этой миссии. This is the last instruction Это последнее наставление, that Prabhupada received from his Guru Maharaj. которое Прабхупада получил от его гуру Махараджа. And he printed it in his Back to Godhead of 1944. И он распечатал это, тиражировал в своем журнале «Назад к Богу» в 1944 году. You can translate that? Попытаемся сейчас перевести. Так, This is последнее what наставление. Prabhupada is speaking here. Так, Прабхупада говорит с второго абзаца. Это может быть... Now it comes back.
перед тем, как оставить этот мир, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур отправил письмо из Пури, датированное 3 декабрем 1936 года, адресованное мне и моему долгу исполнения его миссии в этом мире по распространению религии и божественной любви, как то было дано нам Господом Чайтаньей. И в ходе написания этого письма он написал следующие строчки, которые говорят вот эти строчки. Я полностью уверен, что ты можешь объяснить на английском, дать все идеи и аргументы людям, которые осведомлены или знающие в языке, это принесет большую удачу всей аудитории и вам, и тебе. И я имею большую надежду, что ты благодаря своему хорошему английскому, как хороший проповедник, ты будешь служить миссии и что-то сделаешь, какое-то впечатление на людей в общей массе и философов современной эпохи и религии, религиозности. И я консультировался с моими доброжелателями, друзьями, кто был способен помочь мне в этом великом предприятии, которое вдохновлено в этой связи. И это все из журнала Бхактивинода 1944 года, датированное Ведабейзом. So this was the last instruction Это было последнее наставление, Prabhupada received. которое Прабхупада получил. And it was the impetus for Srila Prabhupada to begin his movement. И это был импульс для начала Шрилы Прабхупады миссии. But Prabhupada was a grihasta Но Прабхупада был грехаской with 3 children. с 3 детьми. Should he leave his 3 children? Что он должен оставить 3 детей? No, that is not in the Vedic culture. Это не является ведической культурой. You cannot leave your responsibility and go off and forget about your family. То есть мы в ведической культуре мы не можем оставить свою ответственность и отправиться куда-то. То есть это не является культурой. So Prabhupada's idea was to make a lot of money in business and then start his movement. И идея Прабхупады в первую очередь была в том, чтобы сделать много денег и потом начать свою миссию. And he was very successful in his business as a compounder, making medicines, Ayurveda medicines. И он был первое время довольно-таки успешен в производстве различных лекарств And marketing them all over India. и продавая их по всей Индии. So that was Prabhupada's idea. Это была идея Прабхупады, But that was not Krishna's idea. но это не была идея Кришны. He had another idea А Кришна имел другую идею. by taking everything away from Prabhupada. Он хотел забрать все у Прабхупады, Everything material. все материальное. So Prabhupada tells the history that in 1950 he left all family connections when the sons were grown up. И в 1950-м, когда его сыновья выросли, Шрила Прабхупада порвал связи с семьей. And in 1953, Prabhupada, he was writing back to Godhead В 1953 году Прабхупада он писал from журнал his house. «Назад к Богу», в его собственном доме это было. This is the first issue of Back to Это Godhead первый выпуск журнала in «Back to God» 1944. в 1944 году.
see, and he was doing this all in his house. И все это он делал в своем собственном доме. This was a house Это его дом. that Prabhupada was living in 1944, Это там, где он жил в Калькутта. 1944 году в Калькутте. and he would do his Back to Godhead И он печатал журнал «Назад к Богу» in this house. в его доме. He had a tenant in this house. И он имел хозяина в этом доме. Yeah, he was renting Хозяин. some room. Тот, кто арендодатель, ну тот, кто Who was платил аренду. living there? Who was living there? Кто там жил? Вопрос. Does anybody know? Кто-то знает? Sridhar Maharaj. Это был Шридар Махарадж. He was Prabhupada's tenant. Он был арендодателем Шрилы Прабхупады в этом доме. Prabhupada's godbrother Это был духовный брат was Прабхупады. his tenant. Он был тем, кто платил аренду And they Прабхупады. had many discussions on Krishna consciousness. И они имели очень много обсуждений на тему сознания Кришны. And Prabhupada would do his writing, И Прабхупада писал свои записки, свои стихи. later on, the Back to Godhead improved. И несколько позже это название «Назад к Богу», и вообще это This is издание from было немножко усовершенствовано. 1957, Это 57 год. and he would do this, and then he would go to the tea stalls И затем он иногда отправлялся в чайный ресторанчик and distribute Back to Godhead. и распространял эти журнальчики. He didn't just sit in his room and write. И просто он возвращался назад, сидел в своей He комнате was и a писал. preacher by nature. И он был проповедник по природе. Prabhupada loved to preach, Он очень любил проповедовать. you see. So it wasn't just a sitting affair Это не было просто, of writing. это не просто было какое-то заседание и написание этих And вещей. why did Prabhupada choose the name Back to Godhead? А как вы думаете, почему Прабхупада Who выбрал knows? это имя «Назад к Богу»? Кто-то знает? Why? Почему? You don't know? Ну, никто не знает. Oh, half your life is wasted. Тогда ваша жизнь прошла даром. So Prabhupada tells us, Прабхупада сказал нам, you can translate this? Ну, потому что мы пришли оттуда, и мы должны возвратиться. Самое idea, because we came from there. And Okay, I'll read a little bit and then you translate. So everybody is interested in going back to home, back to Godhead. Каждый заинтересован в том, чтобы отправиться назад домой к Богу. Therefore, our magazine is Back to Godhead. Поэтому этот журнал называется «Назад к Богу». But everybody in the world is interested in going forward. Все в этом мире заинтересованы в том, что отправиться вперед. Development, Развитие. increasing sense gratification. Увеличить чувственное наслаждение. But we want to go backwards. Но мы хотим отправиться назад. We don't want to go forward. Мы не хотим идти вперед. We want to go back to Godhead, Мы хотим идти назад к Богу. not increase our sense Не gratification. увеличивая свое чувственное наслаждение. So that's why Prabhupada chose the word back to Godhead. Поэтому Прабхупада Because выбрал we это go название. backwards, not forwards. Мы идем назад, не вперед. We go back to the old. Мы отправляемся назад к старине. We don't invent the new. Мы не изобретаем что-то новое. There is no new ISKCON. Ничего нет нового в Искон. There's only the old ISKCON. Это старый Искон, That's 120 million years old. который 150 миллионов лет назад When был Krishna создан, spoke the Bhagavad Gita. когда Кришна рассказал Бхагавад-гиту. So that's the main reason why he chose back to Godhead. Это главная причина того, почему он избрал это название назад. So then he took sannyas, Затем он принял саньясу, but before he took sannyas, he wanted to do more preaching work. но перед тем, как он принял саньясу, он хотел сделать больше проповеднической работы. And in 1953, И в 1953 Srila Prabhupada organized an organization called the League
of Devotees. И в 1953 году Прабхупада создал движение Лига преданных. In Jhansi, UP, in this state. В Джханси, это ЮПи, это Уттар-Прадеш в этом штате, в этой провинции. And this incorporation in India became the basis for the incorporation of ISKCON in New York. И эти инструкции, они были как база, фундамент для новых, как они называются? The same principles in this принципы ИСККОН, да? League of Devotees was the same principles of ISKCON. То есть те же самые принципы, которые, цели ИСККОН, да, которые были в Лиге old. преданных, они легли в основу Back to the old, not to the new. То есть There was Прабхупада, no он new. двигался назад, к старому, да, то есть ничего нового не изобретал. Existed in Prabhupada's brain way back in 1953. То есть ИСККОН уже существовал в мозгах Прабхупады в 1953 году. So Prabhupada had a very nice property that he rented. И Прабхупада имел очень хорошую собственность, которую он арендовал. And this was the League of Devotees Center. Это был центр этой Лиги преданных. And he would give discourses, lectures on Bhagavad Gita, and all the intelligentsia, doctors, lawyers, students, Sanskrit students, they all came to hear Srila Prabhupada preach. И он давал очень хорошие лекции, семинары по Бхагавад-гите, и вся интеллигенция, все профессора, студенты разного рода. This is разные Prabhupada люди preaching приходили. in Jhansi. И здесь нарисовано, как Прабхупада проповедует в Джанси. So Prabhupada was very active before he came to the West in preaching. И Прабхупада был очень активен до того, как он приехал на Запад и проповедовал там. And he even installed a deity there И даже он инсталлировал божество там. of Lord Chaitanya. Это Господь Чайтанья. Where is this deity now? А как вы думаете, где это божество здесь? Сейчас. Who knows? Кто-то знает? In the room of Indra Prabhu? No. Нет. Who started that nonsense? Кто это It's not придумал true. эту чепуху? Это не You have то. to get your history right, otherwise people will create all nonsense. Вы должны свою историю очень хорошо знать. This is in Keshav Maharaj's ashram in Mathura. Это в ашраме Кешава Махараджа You Махараджа. can go there and see it. А вы можете отправиться туда увидеть. Кешав Джигаудия Мах. Yes. In Mathura. Там, где саньяса, по-моему. That deity is there. Because Prabhupada, there was a fight for that property, and Prabhupada just left it. И там было сражение за эту собственность, но и Прабхупада как-то оставил. He didn't want to go to the courts. Он не собирался идти в суд. Somebody wanted, very high in the government, wanted this property. Кто-то из правительства, очень высокий пост, хотел получить эту собственность. So Prabhupada had to leave this property. И Прабхупада ее оставил. So he put the deity in Keshav Maharaj's ashram in Mathura. И он оставил это божество в Мадхуре, в этом ашраме Кешава Махараджа. And this is one of the first letterheads of the League of Devotees. Это одно из первых таких главенствующих писем в этой Лиге преданных. Prabhupada had members. It was very successful, but Krishna had other plans for Prabhupada. И Прабхупада он был достаточно успешен, но Кришна просто имел другие планы для Прабхупады. And so a friend told Prabhupada Один друг that rather than you write back to Godhead magazine, what do people do with magazines after they read them? Один друг сказал Прабхупаде, что люди будут делать с этими журналами Back to Godhead после того, как они прочитают. So any magazine you read, what do you do with it? После того, как вы прочитали журнал, что вы будете делать? You throw it away. Вы выкинете его. So a friend told Prabhupada, why don't you write books? И один друг сказал Прабхупаде, почему бы тебе не написать книгу? Because people don't throw away books. Потому что люди обычно не выкидывают книги. So Prabhupada started to write his Srimad Bhagavatam. И с тех пор Прабхупада стал писать Шримад Бхагаватам. But that wasn't until 1960. Но это было до 60-х.
And so Prabhupada, I have to blow this up to see it. Сейчас мы пока откроем. So he went to Radha Damodar. This was the old Radha Damodar. И вот он отправился в храм Рада Дамодара. Это старый вид храма. This was where Prabhupada lived, Это справа видите, где комната Прабхупады. and this is where he cooked. И слева это кухня его. You see, that Radha Damodar. There was no electricity. Prabhupada had to put his own electric there. И там не было электричества, Прабхупада должен был установить свое собственное какое-то And there was устройство. no для water. Там не было воды даже. So how does he take bath? Как можно принимать омовение? So early in the morning, Да, yeah, this is the old Radha, yeah. Это старый, да. The new Radha Damodar is different. Сейчас новый храм, он под другой. But I go back. I go Мы идем back. I назад. don't go forward. Мы идем вперед. I like the old one. Нам нравится старый. I believe in going backwards. Я верю в то, что мы Back to должны Godhead. возвращаться назад. So, how did Prabhupada get water? И как Прабхупада устроил себе омовение, воду? Who knows? Кто-то знает? Nobody knows. Никто не знает. So Prabhupada had this one lady, her name was Sarojini. И одна женщина, She was an old lady. она была старая, ее звали Сара Джини. At 4 o'clock in the morning, В 4 she утра. would bring water from the Jamuna in Yeah. buckets. И она приносила в ведрах воду с Ямуны в 4 And утра. Prabhupada could take his bath and also cook. И Прабхупада таким образом мог принять омовение и Otherwise, приготовить. there was no water. А иначе не было никакой воды. Там Ямуна недалеко. And even Prabhupada in Radha Damodar, this is 1962 or 1960, 1960, he was preaching. This is Prabhupada here. И даже можно видеть в This is the 62-м. governor of Uttar Pradesh. So Можно- Prabhupada preached to the higher class people, just like Krishna spoke to the kings, Arjuna, and the Pandavas. He didn't speak to the older class. Prabhupada always chose the higher class people. This is Gaurachan Goswami. He was the one who in charge of Radha Damodar. His son is there, you see. But this is the father. Его зовут Гаурачан Госвами, он был ответственный за храм, и сейчас его сын управляет. А справа от Прабхупады или слева это был правитель Уттар-Прадеш. Прабхупада проповедовал высшему классу общества, как Кришна проповедовал царям. And Prabhupada's room was very simple. This is how he lived. И вот смотрите, эта комната Прабхупады очень простая, это как он жил, видите. See, this is made of rope, coconut rope. Это кровать сделана из веревок кокоса. When I came to India, I slept on one of those beds. Когда я приехал первый раз в Индию, я спал на They таких cost кроватях. 25 rupees. Они стоят 25 рублей раньше. Because you couldn't sleep on the floor because the snakes would come and bite you. Потому что нельзя было спать на полу, так как змеи могли приползти и укусить вас. So it's not so bad now, but at that time there were many snakes. В то время было очень много змей, сейчас не так плохо. And this is Prabhupada's trunk. Здесь Steel Прабхупада trunk. сундук металлический. Now this steel trunk is very important for you И этот сундук металлический очень важен даже для нас, для because вас. you're from Russia, right? Почему? Потому что вы из России, правильно? So what do you think was in that trunk? Как вы думаете, что было в этом сундуке? Well, many nice treasures. Очень много разных сокровищ. But what were they written on? Because Prabhupada would write by his own hand the translation of the scriptures. He was doing Nectar of Devotion. He was doing Chaitanya Chaitamrita, Bhagavad Gita. He was doing all this by hand, in his own handwriting. Прабхупада он перевод делал, своими собственными руками писал эти все важные книги, читая Чайтамрита, Нектар преданности, Шримад Бхагаватам. So in 1972, Prabhupada sent me there И в 1972 году Прабхупада послал Прабху туда, because at Radha Damodar was run by 3 different groups, так как в то время Рада Дамодар управлялся 3 различными группами. and they were all fighting for possession.
of the temple. И они все сражались за имущество храма. Many corruptions, Очень много коррупции. you see. So one of the groups wanted to take back Srila Prabhupada's rooms И одна из групп хотела завладеть комнатой Прабхупады. and put new locks on there. И So поставить Prabhupada свои couldn't замки, go. чтобы Прабхупада не мог зайти. Because Prabhupada was in America, he was in America or India. He very rarely came here in the early days. Так как Прабхупада был в разъездах в Америке или в Индии, он не мог зайти туда, чтобы они сходили. So Prabhupada said, Gargamuni, you go and protect my rooms. И Прабхупада сказал: Гаргамуни, отправляйся туда и защити мою Окей. комнату. I'm ready to fight. Я сказал: окей, я готов сражаться. I was 20, 22, 23 years old. Я был 22-23 года. Now I'm 74. 74 мне. So I went there, I broke the locks Я отправился туда, я сломал замок, and put Prabhupada's locks, поставил and I put a Прабхупаду signboard и поставил табличку. outside saying ISKCON Temple, И написал: храм Искона. branches all over the world. И филиалы по всему миру. So this means we were in possession of these rooms. То есть это значит, это наша собственность, это комната. So I had to sit there for about 2 months И я должен был сидеть там более 2 месяцев. and file a case in Mathura. Huh? I had to file a case, a legal case in Mathura. О, и я должен был Court. подать в суд дело, то есть представить в Мадхуре. Which I did. Что это я сделал. So what am I supposed to do there? И, Just sit there? и что я предполагал сделал бы там? No, I found a treasure. А я нашел на самом деле там сокровища. I looked in this box Я посмотрел в этот and I ящик, found all these papers. и я нашел все эти бумаги. And I happened to carry with me a small typewriter. И получилось так, я привез с собой маленькую машинку. And I started reading Prabhupada's handwriting, И я начал читать эти рукописи which Прабхупады. is a little difficult to read. И так как они были очень трудные для But I learned понимания. how to read it and then type these. These were manuscripts И эти манускрипты я выучил, как их читать, и начал их печатать, written on papers. написанные на бумагах. But what were these? Where were these papers from? И откуда же эти бумаги пришли? They were Russian embassy newsletters. Это были русского посольства, как это называется, журналы или выпуски. See, the Russian embassy would issue weekly newsletters of the current events of the world. И русское посольство, оно выпускало различные, тиражировало выпуски новостей по всему миру. And after that week, they would be thrown away. И потом, через неделю, они должны были быть выкинуты. Because that's what you do with a newspaper. Who saves a newspaper? Это то, что мы делаем с газетами. We have Bhagavatam, the news of the spiritual world, but we never throw it away Мы имеем новости из духовного мира, это Бхагаватам, мы никогда ее не выбрасываем, because it's eternal. потому что это вечное. But the daily news, who cares? Но ежедневные You новости, throw it away. кто беспокоится, мы их выкидываем. So in those days, it was expensive to buy a writing book. В то время было дорого купить написанную книгу. You could buy papers by the kilo. Можно было купить бумаги по килограммам, по весу. So Prabhupada would spend 1 or 2 rupees and buy a kilo, 2 kilos of papers. И Прабхупада, он тратил 1-2 рупии для того, чтобы купить килограмм-2 там бумаг разных. And those papers were Russian embassy newsletters. И эти бумажки, они были из русского посольства газеты. And Prabhupada would read those newsletters to understand the news of the world. И Прабхупада, он читал эти газеты, чтобы понять новости мира, что происходит. And then write in his Back to Godhead, И потом писал это же в своем журнале «Назад the в Krishna conscious view перспективу или of the news of the day. через сознание Кришны, как новости дня. So this indicates that Prabhupada had Russia in his mind. То есть это указывает на то, что Прабхупада, он уже держал Россию в своем уме. And this is in the 1950s and 60s. Это было в 50-х, 60-х годах.
So he must have wanted to go to Moscow, И он уже планировал отправиться в Москву. which he did in 1971. И то, что он сделал в 1971 году. So I used to type these manuscripts and send them to New York. И я обычно писал эти манускрипты, отправлял их в Нью-Йорк. So these manuscripts, they're preserved И эти манускрипты уже by the сохранены Bhaktivedanta archives. в архиве Бхактивиданты. So this is, I wanted to show you, this is where Prabhupada took his prasadam. Это комната, где Прабхупада принимал He просад. would cook here. Он здесь готовил. And this window, you could see Rupa Goswami's samadhi. И это через это окно можно было увидеть самадхи Рупы Госвами. So this was his meditations. You see this, how simple Prabhupada lived, like a real Goswami. Это было очень простое место. Он жил как обычный Госвами, как настоящий Very Госвами. simple living, but his brain was high thinking. И очень простая жизнь, но его мышление было очень возвышенное. Его медитация была здесь. So then he thought, for writing and publishing, he had to go to Delhi. И потом он думал, что для публикации, для своих написаний он должен был отправиться в Дели. And so therefore, И поэтому he went to a place called Chippiwada. И потом он отправился в место, где называется Чиппивара. How many of you have been in Chippiwada? Кто из вас когда-либо слышал или бывал в этом You месте? haven't been there in Delhi? Никогда не Old были Delhi? в старом Дели? You've One been mother. very good. Очень That's a хорошо. holy place. Это святое место. That's where Prabhupada mostly wrote the Bhagavatam, and he published the Bhagavatam in Chippiwada. Это то место, где он написал Бхагаватам и публиковал его в Чиппиваре. And this was his room there. И это была его комната там. His room is still there. Все еще она существует там. You see? His room is still there. So he came here in 1960, Он приехал туда в 60-м году, 60 years ago. 60 лет назад. And he did his writing, and he had a typewriter by then. И там он имел машинку печатную. The name of this typewriter was Corona. Not the 19. Эта машинка This называлась is different Корона. Corona. Но она This won't kill you. не Корона 19, эта Корона не убьет вас. This Corona gives you mukti. Эта Корона даст вам освобождение. The other Corona, you're finished. Другая Корона вас And who knows порешит. where you go. Кто знает, куда вы отправитесь. So Prabhupada typed all his manuscripts for Bhagavatam on the Corona И Прабхупада написал все манускрипты to liberate Бхагаватам everybody. на Короне, чтобы освободить всех вас. So don't worry, this won't kill you. Не волнуйтесь, это вас не убьет. You see. Снимите маски. So this lived, if you've been there, look how small the lanes are. И если вы были там, вы видите, как узкие эти аллейки So там. small, Prabhupada had to walk up and down. See, ISKCON is there. И Прабхупада должен выходить туда-назад, и уже Искон видит They обычно. bought the building where Они- Prabhupada lived. Они купили это здание, It's a где Прабхупада temple. жил. Это уже храм. Prabhupada lived in a temple. It was called Radha Krishna Temple. И это называлось Рада Кришна храм. But the property was in the name of the deity. Но And the deity's name is Radha Vallabha. и собственность была на имя божества, которого звали Рада Валабха. And it's still there. That Это- deity must be 300 years old. И это очень старое божество, им более 300 лет. You see. So Prabhupada had to walking down all these lanes for printing, binding, buying paper, all by himself. И Прабхупада должен был делать всю работу. Он должен был ходил, покупать бумаги, переплетать книги, тиражировать, все. He did the editing, he did the typing, Он делал редакцию, он делал напечатание. everything. He was a one-man army. Он был один человек, армия одного человека. So much energy and strength. Столько силы и энергии. But one time, he was walking down this lane, and one big bull А однажды он шел по этим узким улочкам и knocked вышел, Prabhupada down. Because if a bull comes down, you can't go forward, you have to go backward. и вышел огромный бык, и он
You've seen bulls in ударил Vrindavan. They're Прабхупада. very dangerous. You can't get near the bull. No. То есть, если идет в узком проходе бык, вы не должны идти вперед, вы должны And идти Prabhupada назад. got injured from the bull. So it И was Прабхупада даже danger. получил ранение And от there этого was no быка. one there to help him. Никого не было, кто бы помог ему. So this is the deity that's still installed there, Radhabalaba. И это те же божества, которые там все еще Next инсталлированы time you go to Радавалом. Delhi, go to Chippiwada and get benefited from the tirtha. И в следующий раз отправитесь из Holy Дели, Tirtha. отправляйтесь в Чиппивару и получите всю выгоду от посещения Святой Тиртхи. And Prabhupada, this is a picture of him sitting on the roof Это, where he had his room with his Bhagavatams. эта картинка показывает, где он сидел на крыше 1965. своей комнаты в 1965 году и лежат книги Бхагаватам. You see? Is it And true? this is the Prabhupada had to go and check how they were printing. И иногда Прабхупада должен был отправляться проверить, как они The печатают Bhagavatam. Бхагаватам. He had to do everything himself. Он должен был делать все сам. He had no disciples. He had nothing. Он не имел учеников, не имел You ничего. see? So he had to go check everything, make sure it was printed properly. И он должен проверять, как все правильно And печатано. this is the actual press that printed the И Bhagavatam. это печатный станок, который печатал Бхагаватам изначально. It was still around. It was written in Back to Godhead. А это все еще там, тот, который печатал назад к Богу эти журналы. And the first book that Prabhupada printed in 1959, before the Bhagavatam, was Easy Journey to Other И Planets. первая книга, которую он написал в 1959 году до Бхагаватам, это была «Легкое путешествие на другие планеты». Why did he write this book? Почему он написал эту книгу? Does anybody know? Кто-то знает? Nobody knows. Как освоение космоса началось. Да. Ну, политическое событие. It starts with the word Sputnik. Спутник начинается со слова «спутник». Sputnik. When the Russia sent the Sputnik, that's why Prabhupada wrote Easy Journey to Other Когда Planets. русские отправили спутник на орбиту, то Прабхупада написал из Again, Russia comes into Prabhupada's brain. Опять Россия пришла в Прабхупада. That was the impetus for writing, Это был импульс для написания. explaining how you can go to other planets. Прабхупада объяснил, как надо отправиться на другие планеты. Not by sending a dog in a satellite, Не отправляя собаку в спутники, never to come back again, который никогда не возвращается or обратно. go to the moon. И все идут на... It's still на flying Луну. around with a dead dog. Это все еще летает там на орбите с этой мертвой собакой. That will be the result of man going to the moon. You'll revolve around with your bones. То есть такой бы результат был отправления человека на Луну. Он Because так you бы can't go вращался, to the moon artificially. мертвые кости вы там летали. Вы не можете искусственно отправиться на Луну. You see? Actually, no one has gone to the moon. They went to Rahu by mistake. Никто не отправился на Луну. На самом деле они побывали на Раху по ошибке. Because the moon is farther away than the sun, Потому что Луна на самом деле дальше, чем Солнце, according to Vedas. в соответствии с ведами. So they didn't go to the moon. They think in their brains because they can't see. They only go by radio signals. Well, who knows radio signals? What's a radio signal? It's no proof. A radio signal. You have to see with your eyes. That's science. То есть они не могли видеть своими глазами, они только следовали по радиосигналу. Это не есть доказательство. И, то есть поэтому, то есть на самом деле то, что они думали, это все чепуха. So Prabhupada was preaching even to the prime minister at that time, was Prime Minister Shastri. И Прабхупада даже He проповедовал, died in Russia, by the way. даже он проповедовал Again, Russia comes премьер-министру, into Prabhupada's brain. его звали Шастри, Бахадур Шастри. Yeah. Это был премьер-министр Индии, он умер, кстати, в России. Prabhupada's presenting him with Bhagavatam because the prime minister was a Sanskrit scholar. И этот премьер-министр, он был санскритский ученый на самом деле. So he very much liked the way Prabhupada translated, giving the Sanskrit along with the English. И ему очень понравилось, как Прабхупада представил его издание, переводя пословный перевод английский с санскритом вместе.
Nobody has ever done that. Никто никогда не делал такого. They make a translation, but they don't give the Sanskrit and they don't give the meaning for each Sanskrit word. А кто-то переводил Nobody's уже ever done this before. санскрит. Никто не делал пословный перевод. Prabhupada's the first one to do this. Прабхупада это тот первый, кто сделал это. So this was Prabhupada's preparation for going. Это было приготовление Прабхупады к отправлению. And so Prabhupada, oh, we did that one. Prabhupada in 1965, Итак, Прабхупада в 1965 году he finished the third volume of the Bhagavatam. он закончил третий том Бхагаватам. And that's why when Rupa Goswami appeared И в тот момент к нему явился сам Рупа Госвами. and told Prabhupada, now you go to preach in the West. И он ему сказал лично, сейчас ты должен отправиться на Запад. But Prabhupada had no money. Прабхупада не имел денег. He was barely surviving on the sales. He was selling 1 volume, 2 volumes of the Bhagavatam. И он тяжело выживал на продаже нескольких томиков этих книг. It was 18 rupees. 18 рупий она стоила. How do you go to America with 18 rupees? Как вы можете отправиться в Америку с It's 18 рупий? impossible. Невозможно. So Prabhupada, he used to have programs in people's houses. И Прабхупада обычно очень присоединялся к программам на таким домашним программам. So one man from Agra И один мужчина из Агры in 1954, в I'm sorry, sometime maybe it was 1965, 65-м даже это было. he invited Prabhupada for a program in Agra, Он пригласил этого человека Прабхупаду на программу в Mr. Агру. Agarwal. Его звали мистер Агарвал. So after the program, they were talking, И после программы они немножко разговаривали. and so they were talking, and Mr. Agarwal said, well, my son, he lives in America. И потом после программы он сказал, что на самом деле мой сын живет в Америке. And Prabhupada said, yeah, I want to go to America and preach. И Прабхупада сказал, о, я как раз собираюсь в Америку на проповедь. So Mr. Agarwal, he said, oh, I'll help you, И он сказал, о, я на самом деле помогу вам. because you couldn't go to America from India in those days. Вы не могли были отправиться из Индии в Америку в те There was a law against Asians from coming to India, to America. Тогда был закон, который не позволял азиатским иммигрантам появляться в Америке. This dates back to 1920. Это в те времена, в 20-х годах. In the early 1900s, thousands of Sikhs, Punjabis, came to California. Еще в начале века, в 1900-х, много сикхов They из were Пенджаба expert farmers, переехали в Калифорнию, и они были очень специалистами and фермерами. they were better farmers than the American farmers. И они были лучшими фермерами, чем американские фермеры. They could make lots of money farming. Они могли сделать много денег, просто выполняя сельскохозяйственную Still работу. today, the Punjabi farmers are very powerful. Даже в эти времена еще пенджабские фермеры, они очень They're могущественны. on strike now all over India. Они сейчас устраивают забастовки по всей Индии. So they're very good at their farming business. Они очень хороши в этом. They make the best wheat in the world. Они лучшие производители Best wheat. пшеницы. Is grown in Punjab, В Пенджабе много пшеницы. especially making chapatis. Особенно They're в very производстве soft. чапати. Очень мягенькие. They blow up like this. Они так надуваются. You see, very good. Очень вкусно. So, the Congress passed a law И Конгресс, он выпустил закон, to stop the inflow of these Punjabis. то проникновение этих Пенджаби And they said only 100. Yeah, what's wrong with him? He's sick. все равно If you sleep, you go back home. говорят, если вы спите, то вы отправляетесь домой. This light is no good.
that better? Oh, then you'll sleep more. Тогда вы будете спать еще больше. The light keeps you up. Этот свет, он помогает No, вам. if you sleep, then you should go back to your ashram. This is for learning. If you don't want to learn, then go sleeping. Если, ну, это место It's для того, better. чтобы изучать что-то. Prabhupada used to do that. Do you know that? Прабхупада обычно делал это. Если In the кто-то early хочет спать, он morning, отправлял he домой. would give lectures at 7 o'clock in the morning in New York. И он давал лекции в Нью-Йорке в 7 часов утра. And he would tell people, if you fall asleep, you go to my room and sleep. Если вы засыпаете на лекции, отправляйтесь в мою комнату и поспите. So we should, if you want to sleep, then go sleep. То есть, если вы хотите спать, But you want отправляйтесь to спать. hear, then stay. Если вы хотите слушать, оставайтесь здесь. So anyone who wants to sleep, you go back to your ashram and sleep. It's better. То есть лучше отправиться домой и поспать, ну, в это время, если вы хотите. But it's better to use the human form of life for hearing. Но человеческая форма, она предназначена для слушания. I used to attend every morning and evening lecture of Prabhupada. I was 18 years old only. Мне было 18 лет, когда я присутствовал на всех лекциях утренних и It's light, вечерних. you need light. Вам нужен свет? Then I put light. Тогда я включу свет. Да. Don't sleep. Не спите. Or sleep, but go. Или спите, тогда отправляйтесь. Because it's disturbing. Иначе это разрушает атмосферу. So Rupa Goswami said, now's the time you go to you. So he goes, son is there. So Итак, I will help you. Рупа How is he Госвами, going to help him? The, как you- мистер Гарвал мог the помочь? government of USA only issued 100 visas a year И правительство США выпускало только 100 виз в to год Indians. для индусов. And you had to be invited by a corporation or a university. И вы должны были приглашены быть корпорацией какой-нибудь, либо университетом. So how could Prabhupada go to America? Как Прабхупада мог отправиться? How could he get a visa? Как он мог получить визу? And in those days, Indians couldn't leave America unless they got a objection certificate from the government of India. И даже не могли покинуть Америку, если они не имели особый сертификат от правительства США. Because what happens, Indians would go abroad and run out of money, and the government had to spend the money to bring them back. И иногда индусы отправлялись за границу, и правительство должно было потратить деньги, чтобы вернуть их So обратно. practically all Indians were banned И поэтому все индусы from leaving были, India все были блокированы для того, чтобы... unless they got this paper, no objection. Или они должны были иметь эту бумагу, нет претензий. Да? So everything was against Prabhupada. То есть все Everything. было против того, что Прабхупада отправился в Америку. Somebody had to intervene, like Krishna, И кто-то должен был вмешаться, как Кришна, например, to make this happen. чтобы это So произошло. Mr. Agrawal said, I'm worried about my son. He И told to Prabhupada. мистер Гаварвал, он сказал, я очень переживаю за своего сына. He doesn't write me letters. Он не пишет мне ничего. And he married an American lady. А он женился на американской женщине. Oh, that's like very bad. In India, back in the 60s, if an Indian married a foreigner, oh, you lose all prestige. И это было очень плохо в 60-х годах, когда индус женился So на this was американской very женщине, big for Mr. он Agrawal. терял He весь said, престиж. no, I will help you. But Prabhupada didn't think this man was serious. So he goes back to Vrindavan. Но Прабхупада не принял его серьезно, он отправился во Вриндаван. But lo and behold, papers come Но тем не менее пришла бумага, where his son Gopal Agrawal signs the paper that guarantees Prabhupada's all his expenses. И его сын Гопал Агарвал, он подписал бумагу, что он гарантирует, снабжает Прабхупаду With the American embassy, he files все его this. расходы. И для американского And he's посольства. an engineer of a company. И он был инженер в компании, он имел. So he qualifies for a visa. То есть он был квалифицирован для получения визы. And so Prabhupada gets the visa, И тогда Прабхупада получает визу. but how to get the no objection certificate from India, that was more difficult than getting the visa. You couldn't leave India. Но еще было сложнее получить этот сертификат из Индии, который говорит, что нет претензий к покиданию индусов страны Индии. То есть Let это было alone enter America. такое,
Well, but and hard enough to enter America. То есть не так было It сложно was выехать в harder to Америку. leave India. Было сложнее покинуть Индию. Почему? Потому что Индия должна была платить за тех индусов, которые требовали денег от индийского правительства, покидая. So that took a few months То есть это все заняло еще несколько месяцев. for that to happen. То есть чтобы это все произошло. So Prabhupada finally gets the permission to leave. И в конце концов Прабхупада каким-то образом выбил это разрешение на покидание страны. And he prepares himself. И он начал готовить себя. And it's even written in the newspaper when he's leaving. И это даже было написано в In the газете Bengali статья, newspaper в in бенгальской Calcutta. газете в Калькутте, когда он покидал страну, направляясь в Америку. Wow. On the 12th day of August. Это 12 августа было. You see, the Lord's message goes to America. А послание Господа This отправляется is в the Америку. beginning, Это самое начало. written in the newspaper Yeah. Даже было написано в газете. with да, Prabhupada's событие. picture. Вот картинка Прабхупады. You see. Фотография. So finally, he makes it, and it's all by the mercy of Srimati Maraji. И все это было по милости Шримати Мараджи. She owned the largest shipping lines in India. И она была одной из крупнейших судовладельцев в Индии. They had 75 ships, Она имела cargo ships, 75 грузовых судов. 75. And the one chosen for Prabhupada was called the Jaladuta. И один, который был выбран для Прабхупады, называют Джаладута. He was only 5 years old. А она была практически новая, 5 лет, 5 лет ему было. And it was, in English, it means messenger of the sea or messenger of water. Jal. И Джаладута переводилось как посланник воды. Now, Посланник. this is not a coincidence because Prabhupada was the message of Bhagavad Gita, the messenger of Bhagavad Gita, going on the messenger of the sea to carry the messenger of Bhagavad Gita all over the world. Это не было простым совпадением. Почему? Потому что Прабхупада, он был посланником Бхагавад-гиты, а он отправился на посланники океана отправить послание Бога всем. по While всему миру. Prabhupada was waiting for his different papers, he stayed at Srimati Maraji's guest house in Juhu. И Прабхупада, удивительно, он остановился для того, чтобы получить все бумаги в ожидании Who в has been доме to Juhu temple? в Шримати Мараджи в Джуху. Nobody? Кто-то был в Джуху, в храме. Prabhupada, there's a land there we have called Juhu. Там There's a большая temple. земля, которая называется Джуху. Prabhupada used to pass that land И он every всё время day, там гулял, Прабхупада. thinking, oh, this land would be very nice for Krishna. И он думал, эта земля была This is неплохой 1965, для Кришны. Это было в 1965 году. but he didn't get the land until 1972. И он не получил эту землю вплоть до 72 года. But see, it was all in Krishna's plan. Whatever Prabhupada desired came true. Но все было в плане Кришны. Все то, что Прабхупада желал, все оно исполнилось. So these are the quarters, the room where Prabhupada stayed while he is preparing his paperwork from the government to go to America. И в этих In комнатах Bombay, Прабхупада, at Juhu. он готовил все свои бумаги для выезда в Америку, и это было в Бомбее, в Джуху. Then finally, he boards the Jaladuta. И в конце концов он зашел на борт Джаладуты Very well. With his little suitcase, с этим маленьким чемоданчиком. you see. And on the Jaladuta, this is the graph of where he went. Это маршрут, где он, куда он отправился. See, he started in Calcutta. Он начал из Калькутты. Then he had to go all the way around India. И ведь он должен был пересечь, огибая всю Индию. Where he stopped in Kochi, И где он остановился? В Кочи, на юге. South India, where he picked up his 200 books of Bhagavatam Там, где он to подобрал bring with him. 200 книг America. Бхагавата, которые он взял с собой в Америку.
See, this is a long trip to go around. It took the whole voyage took 40 days. Весь маршрут занял 40 дней. And then he crosses the Arabian Sea Потом он пересек Арабское море. and goes through the Suez Canal И там он отправился через Суэцкий канал. and comes to the Mediterranean Sea. И там он достиг Средиземного моря. Then from the Mediterranean Sea he crosses the Atlantic. И затем он оттуда выплыл в Атлантику и пересек ее. Now, Srimati Maharaji forbid Prabhupada to go on the boat. И Шримати Many Махарадж, times he's not, no, I'm not going to be responsible for your death она много раз не because you will позволяла die in the Atlantic Ocean. отправиться на этом корабле, так как я буду ответственна за вашу смерть. Prabhupada was 70 years old. Прабхупада уже был под 70 ему было. How's he going to survive? Как он мог выжить? And you know what season he was going? И знаете, какой сезон, в какое время The он был? worst season you can cross the Atlantic is in August, September. И это был худший сезон для пересечения Атлантики. Это Why? сентябрь-август. Почему? Typhoons. Тайфуны. There's 50-60 typhoons that come out of the Atlantic. 50-60 тайфунов приходило из Атлантики. в это The время. normal wave height in the Atlantic is 4 feet, 5 feet. Normal. Нормальная высота волны 4-5 футов. When a typhoon comes, it's 50 feet. А когда тайфун That's as приходит tall as this building. 50 футов, это примерно высотой этого здания, волны. This building's only 40 feet, I think. Может быть 40 Typhoon, the футов, waves come 50 feet. а это 50, ну практически 50 Very метров. dangerous. So she denied. But Prabhupada wouldn't stop. He kept seeing her and saying, no, give me, I'll go. И она, Finally, she relented. все время препятствовала, не хотела, нет, но Прабхупада продолжал ее посещать и настаивал. И в конце концов это случилось. Now, Prabhupada did get sick. И Прабхупада заболел. He got 2 heart attacks. Он получил 2 сердечных приступа. You see, I had a painting made of this. И здесь картинка даже. We actually created these paintings, me and Brahmananda, my brother. На самом деле я с моим We братом called on Браманандой, Sachidananda. He's Russian. He's an artist. Yeah. Там And был we told художник him Сачитананда, он the нарисовал эти lila картинки. of this. И мы рассказали эту лилу ему, и он эти картинки нарисовал. Because Prabhupada said the only cure for heart attack is massaging the heart. И одно только средство Well, who's going to massage his heart on a boat? для сердечного приступа это массаж сердца. Krishna came. Кто And собирается Krishna was массажировать leading сердце? the Jaladuta. Сам Кришна пришел. И он Prabhupada вел had a Джаладуту. dream the night before of the heart attack Он видел that сон, Krishna is leading the Jaladuta and he will protect me. как Кришна вел Джаладуту, и он защищал Прабхупада. And there was another painting made showing Prabhupada, Krishna, and when Krishna appears, all the incarnations appear, even Nrsimhadev, to protect Prabhupada. И другой сон, который Прабхупада видел, это Кришна явился, и все инкарнации из And него they вышли, were даже rowing Нарасимха был. The boat. И они гребли, они вели эту лодку на самом деле. Now с the этими инкарнациями. captain, he became very friendly with Prabhupada. И этот капитан судна, он стал очень дружественным с He's been Прабхупадой. crossing the Atlantic for 35 years. И этот капитан, он пересекал Атлантику на протяжении 35 лет. Now this is typhoon season. И это был сезон тайфунов. And Prabhupada got sick in the Mediterranean where the wave height is only 2 feet. И Прабхупада еще заболел в Средиземном море, где была высота волны 2 фута. How would he stay alive in the Atlantic Как where бы он it's мог 50 выжить? feet? Как бы он мог выжить в Атлантике, где высота была 50 футов? In 2017, I gave a class in the temple. В 2017 я давал класс в There was a храме. big typhoon Это был огромный in the тайфун, Atlantic that hit America. который ударил по Америке. And there was a cargo ship, just like Prabhupada. Это был грузовой корабль, как у Прабхупады. And it sank with 35 people on И board. он утонул с 35 людьми на That's how борту. dangerous a cargo ship, because it's heavy, it can sink very easily. If there's a big wave that comes, it just turns over.
И это очень опасно при численном грузовом корабле, так как большие волны приходят, и они сильно нагружены, они его переворачивают, он тонет. So Krishna is obliged to protect his devotee who's preaching the message of Chaitanya Mahaprabhu. So Krishna comes and rows the boat, and the captain says to Prabhupada, in all my 35 years of crossing the Atlantic, I've never seen the Atlantic so smooth. И Кришна, он обязан защитить своего преданного, который проповедует его послание. И капитан был очень удивлен, когда увидел It was like Прабхупаду. glass. То есть, как, насколько океан был мягок в этот And he период. prayed to Prabhupada, when I go back, you come back with me. И тогда этот капитан даже начал молиться Прабхупаде. Прабхупада, пожалуйста, отправляйтесь со мной, когда я отправлюсь обратно. Because the captain knows how dangerous the Atlantic is. He wants Prabhupada as a good luck charm to come back with me. И поэтому он знал, насколько Атлантика опасна. Он хотел Прабхупаду как символ удачи, как этот самый, как называется, You see? Талисман. талисман защитный, да, для So того, these чтобы are the добраться. ports where Prabhupada had to stop. И So he это, goes to Calcutta to Colombo. это были порты, где Прабхупада должен был Now остановиться. Prabhupada wasn't eating because he was sick from the boat shaking and this and that. Прабхупада, он не ел, он постился, He didn't want to eat the food cooked on the boat. не хотел есть пищу, приготовленную на лодке. So in Colombo, the captain bought him a little kerosene burner. И в So Коломбо Prabhupada капитан could cook his купил own food in his room. керосиновую лампу для того, чтобы он готовил в своей комнате. The room was first class. That room was reserved for Srimati Maraji if she decided to go on the ship. И эта каюта была первого класса, это она была приготовлена для Шримати Мараджи, если она вдруг решит отправиться So на корабль. Prabhupada stayed in her room, so it was first class. И он находился в ее каюте, это было And the первого cooking класса. problem was solved by getting a kerosene burner in Colombo, that's in Sri Lanka. И кухонная проблема была решена в Коломбо покупкой этой керосиновой лампы. Then in Cochin, Prabhupada gets the Bhagavatams loaded on the ship. И в Кочине он His получил books. Бхагаватам, которые были загружены на борт. On September 2nd, he goes through the Suez Canal. И потом 2 сентября он отправился через Суэцкий канал. Then to cross the Atlantic took 15 days, 2 weeks. И пересечь Атлантику потребовалось 2 недели, 15 дней. And 2 days, that's where he went through custom. И там, In где он Boston. пересек таможню в Бостоне. And they gave him stamped his pay. They asked, how long you want to stay? Prabhupada didn't know what to say. He said, okay, I give you 60 days. И таможня его спросила, сколько вы собираетесь Stay оставаться? in Но он не America. знал, что ответить. Ему сказали, ну ладно, я вам даю 60 дней, вы будете находиться в Америке. And then he goes to New York. И потом он отправился в Нью-Йорк. Who delivered books to on the board? A friend of his from Delhi sent the books. 200 books. Yeah, 200 in steel suitcases. Один друг из Дели направил 200 книг Шримад Бхагаватам из Дели в этот Кочин, в порт на юге Индии. So this shows how Prabhupada crossed the Atlantic. И это показывает, как Прабхупада пересек And Атлантику. not one typhoon hit. И ни один Because that's тайфун. where, see, the typhoons come out of Africa. И все эти тайфуны приходят из It's the Африки. rainy season. Это сезон дождей. And it's summertime, so the Atlantic is very hot. И The в water. летнее время вода очень теплая в Атлантике. So with the storms coming off of Africa, they turn into cyclones. И эти штормы, приходящие из Африки, они все поворачивают, превращают в циклоны. Now most of them, before they hit America, in the middle, they turn and go back towards Europe. И половину из них, перед тем, как ударить по Америке, они иногда поворачивают на Европу. And they become just storms. И там Not просто typhoons. приходят как штормы, не как тайфуны. But sometimes they keep going. Но иногда они направляются в Америку. I think America gets, around America and the Caribbean, they get about 20-25 storms every year. И каждый год Америка и And they all come from Карибские Africa. острова имеют 20-25 различных штормов из Африки направляющихся. So then when Prabhupada gets to America,
he goes to his sponsor's house, who sponsored him, Когда Прабхупада Gopal Agarwal. приехал в Америку, он направился в дом спонсора его звали Гопал Агарвал. And this is Gopal Agarwal's apartment, 1965. И это апартаменты, квартира этого Гопала Агарвала 65 года. Where Prabhupada arrives. But they didn't have a room for him, so he stayed in the YMCA. It's called the Young Men's Christian Association. It's like a hostel. Он находился в общежитии христианском. Very simple. Очень простом. $5 a day. $5 в день это было. Which they paid for, Prabhupada. Они оплатили это все. And then he would go to the Agarwals. This was his room. Это была Very small room. очень маленькая комната в этом общежитии, которую оплатили Агарвал. Very simple and small. Очень маленькая и простая. He stayed there for 3 weeks. Он находился там 3 недели или больше. And he used to cook И там он готовил. for himself and for the Agarwals. Там он готовил для себя Especially Агарвал. Gopal. And for many years he didn't have a chapati. И особенно для Гопала, который много He лет не said, I ел want чапати. chapati, give me chapati. И он очень жаждал чапати. Because the wife didn't know how to cook. Жена не She's умела. American. American wives don't cook. Американские жены не готовят. They make you cook. А они заставляют вас готовить. They're the boss. А они босс. Они для себя босса. Yeah. So this is Prabhupada's cooker. This is the sannyas cooker. Это такой It's 3 layers. трехуровневый кастрюля саньяса. And it's very nice. I saw Prabhupada cooking with this. Очень классно. Я видел сам, как Прабхупада готовил. On the bottom, you put the dal. Внизу на дне готовится дал. That makes the soup. То есть And it делается needs the most heat и внизу самый большой жар with water. с водой. In the middle, you put the rice with a little water. В серединку ложится рис, чуть воды. Prabhupada told me himself that the best rice you make, it depends on how much water you use. Прабхупада говорил, что секрет приготовления в рисе, сколько воды вы используете. And he told me you put the rice in the pan, and you put water not more than the first line of this finger И надо above готовить the rice. надо готовить рис в кастрюле и заливать And then водой его you не put больше, on- чем на одно деление пальца. Да, You put первой it on the формы. lowest flame И ставите маленький огонь. and leave it for about 20 minutes. You open it and you have soft rice. И после 20 минут приготовления вы открываете, смотрите, очень мягкий рис. You see, he told me that personally because I used to cook for Prabhupada И also. Прабхупада дал этот рецепт лично. Почему? Потому что Then on the готовил top, Прабхупада. you put a little water with the vegetables И на верхушке, на верхнем ярусе он ставил because they don't овощи need с to be чуть-чуть водой. cooked so much. Почему они не должны были сильно долго готовиться? And then you put everything on, and within a half hour, everything is ready. И после получаса готовки все уже приготовлено. Then on top of the third is a wok, Бок. a wok like Chinese pot Oh. where they stir fry vegetables. It's called a wok. Фрайпан. Yeah, fry pan, but it's like this shape. И на верхушке еще была такая китайская сковородка, то есть для приготовления So when the овощей. vegetable is ready, you just have to put the spices and a little ghee and just stir for 2 minutes И потом, because they're already soft. овощи готовы, немножко добавил специй и перемешал это все пару минут. So you have your vegetables. То есть и так мы получаем You got your rice рис, and you got the dal. и дал. So you got everything. Then all you have to do is Все make вместе. some chapatis. That's it. И потом надо приготовить отдельно чапати и все. So Prabhupada used that cooker. Прабхупада использовал этот кухонный набор. Prabhupada learned to cook from his mother. Прабхупада выучил эту науку от его матери. He learned how to knit wool. Do you know that? Knitting. Как плести, вязать. Он He учился. learned how to knit. Как шить, вязать. Prabhupada was expert in everything.
Прабхупад был он специалист во всем. Шерсть, продевать нитки, да, вязать, наверное. He did his first preaching programs. И вот Прабхупада делал свою первую проповедническую программу. The wife, the American wife, she was very interested, and she would arrange programs in churches and schools for Prabhupada. И эта жена американская, она была очень заинтересована в программах Прабхупады, она реализовала ему в церквях и в школах первый проповеднический. And Prabhupada would preach from Bhagavatam. И Прабхупада проповедовал из Бхагаватам. Now it's getting late. When I should finish? Когда Прабхупада должен был закончить, сейчас уже становится поздно. It's 9:30. Сейчас 9:30. Во сколько мы должны закончить? Говори. Сколько мы делаем? 9:30. Во сколько мы заканчиваем? До 10 послушаем, да? So I'll stop for now. Next time I'll do. Yes. I'll continue from that. Okay. Up to 10. Is it okay for you? Up to 10. If it's okay with you. No, we are okay. Okay. We're ready for it. You didn't take prashadam though. It's fine. No. Okay. До 10, да, все До готовы? 10. Никто не проголодался. So Prabhupada, after Butler, После Батлера Prabhupada then goes to New York Прабхупада отправился в in the Нью-Йорк. winter. В зимой это было. Around, he arrives in January or December Он прибыл туда в декабре 1965 or 1966. конца 65-го, начала 66-го. And he has an invitation to stay with Dr. Mishra. И он имел This is Dr. приглашение Mishra's ashram. находиться, жить в He had a ашраме доктора yoga Миши. studio in New York City. Этот доктор имел йога-студию в Нью-Йорке. And he had an ashram outside of New York in the country. И Very nice place. он имел ашрам свой в сельской зоне So за пределами Нью-Йорка. Prabhupada would do preaching there, Прабхупада он устраивал программы там, although he said it was useless, waste of time, Хотя он- because they were interested in yoga exercises and not philosophy. But they did like the kirtan. И Прабхупада говорил, что это потеря времени. Почему? Потому что эти люди были заинтересованы в йогических упражнениях, не хотели слушать философию, но любили киртан. And Prabhupada then had his own place on the third floor of this office building. И затем Прабхупада получил свое собственное место в этом офисном здании на 3-м этаже. It was an office with only a bathroom, no take bath and no cooking. И это было офисное здание без туалета, с туалетом, без ванной и без кухни. He had to walk 3 blocks Он должен был to идти Dr. Mishra's house, apartment, and cook there. 3 квартала оттуда и в And take доктор Миша bath. ашрам, и там принимать омовение и готовить. Very difficult Очень трудно. to live in a place where you can't bathe. You can only go to the bathroom, that's all. То есть очень сложно жить в месте, где нету места для омовения, ванны, только туалет. So Prabhupada stayed there. He was there from January till May Там он находился с января по май of 1966. 1966 года. On weekends, he would go to the country and do preaching and cooking. И затем, So he had a small following, 3-4 people. и затем он отправлялся в сельскую местность и там проповедовал. And the first thing he 3-4 bought последовательно. was a tape recorder. И потом, что он купил, это машинка печатная. And he would record his own lectures. О, я извиняюсь, записывающее устройство, которое он записывал. And sometimes he would get 15 people coming to kirtan. He would record the kirtans. И иногда люди, приходившие на киртан, было до 15 человек, он записывал свои киртаны. And play the kirtans if only 1 or 2 people would come. Если 2-3 человека приходило, он проигрывал их на записывающем устройстве. So it was very small scale. Такой небольшой масштаб был. You see, very small scale. So gradually, people were coming, 4 or 5 people,
And then during the day, Prabhupada would go on buses and subway to sell his books to bookstores. Но иногда в течение дня Прабхупада отправлялся на остановки метро, либо автобусные магазины для продажи своих книг. And he would write a lot of letters. He wrote letters to the Rockefeller Foundation for money for a Radha Krishna temple. И он написал много писем, и одно письмо написал даже в фонд Рокфеллера для постройки храма Радхи Кришны. He was trying so hard И он очень тяжело get пытался money to build a temple and to start his movement. построить храм и начать свое движение. You see, he tried various different avenues. He was very active. То есть он пытался разными путями достичь своих целей, он был очень активен. Finally, one day, you see, these were office rooms, so the doors were made of glass windows with wood. И вход в это офисное здание был сделан из двери стеклянной с деревом. So someone broke the glass and stole Prabhupada's tape recorder and typewriter. И однажды кто-то разбил это стекло, проник в комнату и украл у Прабхупады записывающее устройство и его машинку печатную. Это очень было And Prabhupada didn't know what to do, and everybody thought it was the janitor who cleans. И все думали, подозрение было на уборщика, кто убирал это офисное здание. So Prabhupada didn't want to stay there anymore. Прабхупада не захотел больше оставаться там. So some people found a place. Некоторые люди Prabhupada met various people who later became devotees. Прабхупада в это время встретил много людей, которые потом стали преданными. So one such person had a loft. It's called AIR. AIR. And it's called Artist in Residence. Это называлось искусство в жизни. And this would be a whole floor of an apartment building. И это было One floor. как бы, ну, One room. одна большая комната, ну, на одном уровне, на одном этаже. That the government would give at very cheap price to artists. И эти комнаты правительство давало для художников. Мастерские. So it's artist in residence means this is a special place, but it was in the lowest part of town. То есть это в таком непрестижном районе города для этих художников, то есть правительство давало им мастерские для жизни, для... It was in the Bowery. Это было в районе Баури называлось. Where all the alcoholics, 30,000 alcoholics lived there. То есть это место, где жили алкоголики. 30 тысяч алкоголиков в этом районе находилось. Where you could get a glass of whiskey for less than $1. Там можно было получить стакан виски дешевле, чем за $1. And these, you can see where Prabhupada lived, this alcoholic would live there. This was his bed. Next to Prabhupada? Prabhupada lived in the building. This is the front door. So he would sleep there. Sometimes Prabhupada would open the door and his body was there. You had to step over the body. Иногда тело какое-нибудь And there was подпирало no дверь. bathroom. They lived on the street. И Прабхупада, чтобы выйти из этого And здания, they would должен go, перешагивать тела. they would urine in their pants. И они мочились прямо в штаны. So there was always a smell И там of всегда был urine. запах очень плохой. And Prabhupada had to tolerate all these dirty things. И Прабхупада должен был терпеть все эти грязные вещи. You see. But the one good thing, it had a big hall, it had cooking facility, and it had bathroom and bath. He could take his bath. So Prabhupada moved there. И одна вещь была в том, что это было достаточно комфортабельные условия. Там были кухонные возможности, была ванная, и Прабхупада мог жить в этой большой комнате. So May 1st, he started living there. И 1 мая он переехал туда. That's this month. Next month is May. May Day. So that's when Prabhupada started living there. That's 55 years ago.
55 лет назад Прабхупада переехал туда 1 мая, то есть скоро у нас май наступает. Then Prabhupada had to leave that place because there was a boy who was living there, И Прабхупада должен был покинуть это место, потому что один парень жил там. who Prabhupada said was very sincere, but because he was taking LSD, Он был очень искренний, но he он принимал became a LSD. little crazy. Он становился немножко сумасшедшим. And that was very difficult for Prabhupada. И это было очень сложно иметь дело с этим Although Прабхупадой. the boy was very sincere, but because of the drug, he would sometimes become crazy. Хотя он был искренний, но иногда из-за наркотиков он становился So then сумасшедшим. he thought he better go. Прабхупада подумал, лучше уехать оттуда. So he stayed in somebody's apartment until Mukunda found a place, Он переехал в чьи-то другие квартиры до тех пор, пока which Мукунда was нашел, also in a bad part of town. которая также находилась в не очень хорошем районе города. But Prabhupada didn't know it was a bad part of town. Прабхупада не подозревал об этом, что You это see. плохие районы. So that was at 26 Second Avenue. Это место было 26-я, 2-я авеню, 26-й номер. So that was here. And this is what it looked like. Это как оно выглядело. This building, Это this is здание. where the temple was, in the first building. То есть в первом здании, на первом этаже, это было, где храм был, с торца виден. And then you walked through, Вот and Прабхупада. Prabhupada's apartment was on the first floor of the back building. И надо было пройти сквозь, и во дворе другой дом, и там были Прабхупады комнаты, где он жил. So for both places, it was $200 a month rent. То есть за обои места должна была платить $200 в месяц. So Это левое или правое здание? А? Левое или правое? Второй дом, тем Yeah, this мобил is- написано, видите? this Это second дом. building, first floor was his residence. Это его место жительства, And а это this, храм. this building on the front side was the temple floor. Это была храмовая комната, вот Very здесь small, 20 people could fit. 20 человек можно максимум было влезть. And you walk through a walkway to get to this little garden and then to Prabhupada's И residence. был проход через этот холл, и выходил он в этот садик, But где it was было... next to a gas station, so it was always smelling И это gasoline. было сразу рядом с заправочной станцией, там очень воняло бензином. То есть And не a very очень- noisy place, Опять же, очень шумное место было. industrial place. Это промышленный район. It wasn't a very nice place to То есть live. не было очень хорошим местом для жизни. And Prabhupada, he lived there. Прабхупада, тем не менее, This жил. is his residence. Это его апартаменты. This was his Второй. deity room. His deity room Второй этаж, 2 окна and слева. eating room was these two windows. 2 окна, видите, слева. And this was the kitchen. It was a small studio apartment. А посередине была кухня, и это была такая квартира-студия. His room wasn't even the size of this room. Это его комната была даже меньше этой комнаты. Very small room where he slept and typed. Очень маленькая комната, где он спал и печатал. So he would walk through this from the temple, and on the first floor, these were his rooms. И вот он так ходил через этот дворик, он поднимался на 2-й этаж, там были его комнаты. That's where he would cook. А и 3-е окно, это где он готовил. These buildings is still there? Yeah, the temple is still there. I have a picture, but it's in another folder. Это There's a храм. big skyscraper building right next door, though. И сейчас там построили огромный But the небоскреб. building is still there. It must No, be no, no. a 150-year-old building. Это 150 лет этому дому, он старый. You know, it's a very old building. So both properties are in Escon? No, only the temple building. The residence is not in the name of this guy. Искон Because имеет- Prabhupada had moved when they
after a few years, they moved to Brooklyn. So Prabhupada had his room in the temple in Brooklyn, so they gave up that. Прабхупада оставил потом это место, он направился в Бруклин, там он жил. А Искону принадлежит сейчас только храм, первая часть дома, те апартаменты, они And не it was являются in this здесь. residential building that I became initiated. И этот On the 23rd October 1966, where Prabhupada wrote in his hand, Gargamuni is initiated. и даже Прабхупада лично выписал бумагу, где он написал, что Гаргамуни Прабху был инициирован. And I was the printer Было 22 of Back to октября. Godhead. The same day I was initiated, is the same day I printed the first issue of Back to Godhead. И я был печатником журнала «Назад к Богу», и на первый день, когда я инициировался, я напечатал первый выпуск «Назад к Богу». This is in front of the temple. This is 22-66. myself in front of the temple. Это вот я на фотографии перед You can see входом. the area. It's Храма. very old. These buildings at that time were 60 years old already. И этот старый район, видите, старое здание, и в те времена уже этим домам было по 60 лет. This is myself. Это я, видите, в центре, вот. Where is the temple? It's At on the this back? side. Слева, слева храм, видно? Are you from, you was born in New York? Huh? You was born in New York? You born in New York? Yeah, nearby New York. Он родился возле Нью-Йорка. This is what the temple looks like today. И You сейчас go как there. смотрится храм в эти дни. Looks like that. Вот это он так можно видеть. So anyway, I'll stop here, and if you have questions, I'll do 10 minutes of questions. Давайте перейдем к вопросам, может быть, минут 10 на вопросы. Вот у Who меня, has questions? Кто-то есть? вот у меня вопрос. То есть изначально вы сказали, что Прабхупаде дали 60 дней на пребывание в стране. Как он там продлевал это? Prabhu asking that you previously said that Prabhupada was given 60 days to stay in America. Yeah. How He kept extending. For 1 year, he extended visa? the visa. But finally, he had to go. So Prabhupada had, that will discuss how he outsmart the American government. То есть Прабхупада, он все время должен быть продлевать свою визу. И он He всё время- outsmarted them. Because he had tourist visa, he couldn't stay. He couldn't get resident. Турист. Yeah. So how did he outsmart the American government and get his residency? That's in part 2. И Прабхупада все время думал, как перемудрить американское правительство, как сделать так, чтобы остаться в Америке. То есть у него была туристическая виза, ему надо было как-то обхитрить их. И вот это в части 2 будет рассказано. Это вопросы? Any other question? У меня вопрос. Вот 22 числа 66 года вы получили инициацию. А как вы встретились со Шилпрападой? Почему вы решили за ним пойти? So you said 22nd of October 1966 you received initiation. 26 about. Oh, 26 октября. And Prabhu asking how did you get to in contact with Krishna Consciousness, how you met Prabhupada and what was the impetus for you? Yeah, my brother brought me there in September of 1966. На самом деле брат Прабху привел его в сентябре 66 года. But me and my brother Brahmananda, we were the first to move into that little temple room at 26th Avenue И они с братом должны были переехать в этот храм на 22-й. in September. 2-й авеню, 26. We moved right in, Они переехали в сентябре slept on the floor. и спали прямо на полу. So through my brother. Через брата. Через брата. And a month later, I got initiated. И прямо через месяц я уже получил инициацию. А что вы почувствовали, когда увидели Прабхупаду? What were you feeling
feelings when you first time met Prabhupada? Well, the first thing I thought, I said, this person is not from this planet. И первое то, что когда я увидел Прабхупаду, я подумал, что это личность не с этой планеты. He had a certain aura, Он имел a определенную golden ауру. aura, I saw. I mean, I thought they put LSD in my food. Я подумал, что Because I never took LSD. я подумал, I что never took лай- ganja or anything. I never took any drug. I was никогда не 18 принимал years old, I наркотики. didn't know. Мне было 18 лет, и никогда I не was a принимал virgin too. I LSD. never had sex or anything. Я был девственен, я никогда не имел секса, никогда не So имел what? все эти I вещи. took some prasadam and I thought maybe they put LSD in that because I saw this gold aura around Prabhupada. Потому что я увидел эту золотую ауру вокруг Прабхупады, я подумал, что они положили And I had to LSD go like в this. просад. I had to go like this. Я должен был протереть Something's глаза. wrong with my eyes. Что-то происходит не то, я подумал. That was the first thing. I said, this person, I didn't know anything about anything. But I said, this person is not from this Но я planet. сразу подумал, что эта личность не из этой планеты. Я That не was my понимал, что first происходит. impression. Это было первое впечатление. Вы часто снится Прабхупада? Sometimes Prabhupada comes in your dream. Oh, yeah. Что говорит? Yeah. Спасибо. He takes his shoe and hits me on the head. Прабхупада приходит во сне, он берет He says, for my bad туфлю и students, бьет по I голове. beat you on the head. And I'm a bad student. И он сказал, своих плохих учеников я буду бить и головой, вернее, по But he по also голове says, туфлей. the more you're chastised, the more you're advanced. Чем больше я вас ругаю, тем больше вы продвигаетесь. Because you get the mercy. Потому что вы получаете таким образом милость. Он не говорил вам чик-чик-чик. Встреча. What's that? Лучше не переводить. Не Does надо. he told you to shave up? Never. He never told anybody to shave their head. Никогда Прабхупада не говорил прицам. Никому. He never told anybody. Никогда этого не было. In fact, he told me, he gave me a nickname before I was initiated because I had very long hair. He gave me a nickname, Shakespearean Locks was my nickname. Прабхупада дал кличку Прабху перед инициацией. Shakespearean Locks. Это называлось шекспировские локоны. I keep a long sika У меня была длинная шика. because Prabhupada says how you get saved is the spiritual master grabs your sika and pulls you out. Как мы можем быть спасены, это когда духовный учитель, хватаясь нас за шику, и Let's see your вытаскивает из sika. материального. Let's see your sika. Давайте покажи, где ваша шика. Oh, it's very small. He may Очень not маленькая, grab, не ухватишь. so you may not make it out. Может быть, вас не Mine's вытащит. very long, so he can get a good grip and pull me Правда, out. очень длинная, можно захватить и спокойно вытащить. Можно еще вопрос? А какие три вы могли бы для себя сказать, что это главные три наставления Шрилы Прабхупады, вот лично для вас? What are your three main instructions which been given